Здоров, народ! И сегодня у нас речь пойдет о такой интересной вещи, как штурмовые бронежилеты у DevGroup. Ну или на силу, ну какая нахрен разница, собственно говоря, это же одно и то же подразделение. Так вот, может быть вы видели, что на фотках вы никогда не встретите чуваков в тяжелой броне и зададитесь очень интересным вопросом. А как же тогда они штурмуют дома? И вот, списавшись с некоторыми ветеранами боевых подразделений, мы выяснили одну интересную вещь. Штурмовые бронежилеты есть. И сегодня мы расскажем об одном из них. Это очень интересная модель, где-то 2008-2009 годов выпуска, и, как мы понимаем, в серию она в итоге не пошла. Бирок, к сожалению, на ней не осталось, но чуть попозже мы ее подробнее рассмотрим. Штука эта перед нами, и она уникальна ровно по двум причинам. Причина первая, она во втором АОРе. Как сами в курсе наверняка, DevGroup практически не использует второй АОР, и он никогда не встречался на фотках. Ну, там, помимо 5-7 исключений за 10 лет, которые покрывают современного периода. И вторая причина, по которой этот бронежилет уникален, то, что это впервые в мире заимствование поганых пиндосов в России. Если присмотреться, то его крой полностью копирует наш бронежилет Корунд ВМ первого поколения. Нагрудные пластины состоят из двух секций. То есть сюда вставляются реально две отдельные плиты, по какому хочешь классу. И точно так же, как сделали у нас, так тупые пиндосы скопировали. Просто не подумав. Вот нахрена, скажите мне, нахрена делать крой с направляющими вниз, но при этом плиту засовывать, как обычно. Че, дурачки, что ли? Не знаю. Но эта штука также заточена под длительное и скрытное перемещение, потому что DevGroup это еще и разведывательный юнит, ему нужна скрытность. И вот чуть позже мы посмотрим, насколько действительно скрытна эта штука. Отдельной штукой, которую надо упомянуть, это наличие противоосколочной защиты шеи. Как и у отечественного аналога Корунда. Здесь есть церамид. Я, правда, его не прощупываю, но он там должен быть, и вскрывать его я, честно говоря, не хочу. Здесь имеется достаточно удобная регулировка по высоте, вот, осуществляющаяся вот этими вот стропами, и по объему. Здесь все как обычно. Также внутри, можно распахнуть, конечно, да, также тупые пиндосы скопировали у нас и систему КАП, между прочим. КАПы — это отечественная разработка. И никогда ранее пиндосы ее не использовали. Удивительно, насколько по вкусу пришелся наш Корунд. Кроме того, Корунд настолько пришелся по вкусу американцам, что они даже взяли себе напашную защиту от него. Ведь что важнее твоей пипирки при штурме зданий? Конечно, только твое лицо. Камон. Поэтому пипирка защищена, и это главное. Я что-то, когда дома примерял, казалось немножко удобнее. Я знаю, почему оно казалось немножко удобнее, потому что плиточка наоборот как раз рисовал. Я сейчас снайпер Ghost Warrior играю новый. Еще здесь плита и там прям один в один похож с этими корундами ходит. Основным достоинством этого бронежилета является то, что он скрывает мой живот. Как видите, тут теперь есть тройняшка. Вообще секси просто. В принципе, я бы даже сказал, что он достаточно удобный для 2009 года. То есть примерно такой же по удобству, как 6094. То же самое старое говно Мамонта, да, как и оно. Так вот, о чем еще хотелось бы рассказать? Повернись спиной. Рассказывай про спину. А что про спину рассказывать? Ну, я не знаю, там карман какой-то есть.
там есть карман под бронеплиту, но самой бронеплиты нет, потому что нам ее не прислал. Нам ее не прислал. Короче говоря, силу лет эта плита была поебана. Просто она, подберите слово сами. Поэтому там ничего, можно гнуться. Но это ведь не самое главное, да, в штурмовых бронежилетах. Мы же штурмуем лицом к врагу, мы не подставляем спину. Поэтому все для разведки. Или нет? Основной вопрос. Это же тупо бронежилет, где носить БК. И вот тут поговаривают, что 2586 от LBT был создан специально под ношение с этой штукой. Мы, конечно, посмотрим, проверим. 2586 у нас есть. Но это будет чуть попозже. А сначала я хочу все-таки чуть-чуть рассказать о прообразе. То есть о российском корунде. Штука эта была принята в 2007, по-моему, где-то в сентябре 2007 года на вооружение внутренних войск. Использовалась как линейными частями, так и силами спецподразделений. Сказать что-то о ней конкретно, нет, ничего не могу. Комплектуется 3 бронеплитами. 2 спереди, 1 сзади. По-моему, может комплектоваться различными, соответственно, от 3 до 5 класса защиты. Как я уже сказал, немножко непривычно наслоение плит, немножко неудобно. И не уверен, насколько это практично на самом деле. Хотя и обеспечивает чуть большую площадь защиты. Для того, чтобы понять, так это или нет, нужно попользоваться им какое-то время. Чего я делать, конечно, не буду, потому что, говно сраное. Нахрена вообще это придумали? Какой больной ублюдок его придумал и пошил? Андрюх, тебе привет. Ну а сейчас мы проверим, насколько совместимы, собственно говоря, LBT 2586 и United States Ultra Rare Hard to Find Assault Vest. Или как там его зовут, черт его знает, бирок нету, утверждать не буду. Короче, пиндосовский корунд. Что ж, мы нацепили на себя всю фигню, но для обеспечения максимальной скрытности, мы же пока еще в рейде находимся, да, мы еще не идем штурмовать сам дом, мы только подходим к дому. Не забывайте, идти в игру разведывательное подразделение, которое идет в рейде до противника какое-то время. За исключением тех моментов, когда их не довозят на вертолетах до дома, чтобы провести так называемый direct action. Yep. Вот что ты? Вот. Подожди, я не слышу. Да ничего, продолжай. У меня уши сели, я все равно не слышу. Окей. За исключением тех моментов, когда их довозят, соответственно, на вертолетах под direct action. То есть, или сбрасывают бомбы с марсоком. Хотя нет, Девгру не сбрасывают как бомбы с марсоком, не суть. Поэтому, как видите, мы используем вот такую вот масочку для того, чтобы скрывать свое лицо от посторонних взглядов и чтобы оно сливалось с местностью. Она, кстати, еще водонепроницаема. И во втором лавре. И из софтшелла. Из ткани софтшелла. И вообще очень крутая. Покупайте такие маски. Или не покупайте, потому что в городе вы будете выглядеть как долбоеб. Так как наш
наш обзор начал скатываться Ну, в днище. в днище еще, в принципе, с самого начала. Мы решили пробить очередное дно, поэтому дубль номер хз какой. На телефон, без камеры, поехали. Мы напялили всю эту пижню на себя. В принципе, можно сказать, что она даже как-то тут держится. Даже вроде как удобно. Если попрыгать, то все зашибись. Но честно, какое говнище. Я не знаю, каким больным ублюдочком надо было быть, чтобы спроектировать Корунд Ваори. Андрей, еще раз привет. Так вот. Ну, в принципе, что, оперировать можно, наверное, штурмовать дома. Можно. Что еще делать можно? Можно, короче говоря, на сутки на броне кататься. Можно. И я сейчас не обсираю сутки на броне. Просто говорю, что это можно делать. Можно попробовать получить допуск на Милсимы. Товарищи реконы, можете ссылаться на это видео, как там пруф того, что этот броник был использован в дипгрупп. Пофиг, что во втором ауре, пофиг, что это Корон использовали. Спецназ носит, что хочет. Кстати, Такашот говорил. У меня тоже пруфы есть, потом, если не забуду, вставлю куда-нибудь вставлю. Вот. Че, пацаны, всем спасибо. Всем хороших игр, фрагов, еще чего-то. Не будьте как я, не будьте сратыми, будьте крутыми, будьте пафосными, как говорил русский Гердос. Немножко походив, решил провести некий итог под этот обзор. В целом, штука для небольших переходов, наверное, вполне удобная. Для именно каких-то целевых действий, да, в принципе, пойдет. Ну, естественно, конечно, чисто поугарать, либо тем, кто реально собирается на российскую тему. ВВ. В целом, что хотелось бы заметить по качеству изготовления и исполнения конкретно этой модели. Выполнена она на очень высоком, хорошем уровне. Нигде нет торчащих ниток, нигде нет каких-то не сильных швов на тех местах, где это требуется. Разве что можно было предъявить претензии к материалу кап, но в отличие от материалов самого чехла, капы изготавливались, естественно, отдельно и из каких-то российских материалов. Что до самого чехла, до его паттерна, до материалов, прекрасные американские материалы, соответствующие полностью аналогичным паттернам, использующимся для ВМС США. Собственно, как вы можете видеть, на мне сейчас надет Патагония 5 слой. 5 слой Патагонии. Собственно, как вы можете видеть, сейчас на мне надет Патагония 5 слой. И, в принципе, паттерн вполне себе совпадает. Да, конечно, у Патаги совершенная ткань. Да, это не кардура. Но в целом, если сравнивать с той же самой кардурой, которая используется на рюкзаках, тот же Beaver Tail, плюс-минус все совпадает, каких-то различий по оттенкам я не заметил, ну, кроме того, что мой бивер сильно выцветший и сильно засаленный. Стропа однотонная с одной стороны и с другой стороны выполнена в AOR-2. К сожалению, другой стропы пока не удалось найти, но опять же таки не думаю, что на самом деле это сильно страшно. Что до отражения ИК-спектра. Тут, в принципе, все ок, если не доходить до материала кап. Я где-то в этом обзоре тоже помещу фоточки, которые были сделаны через PNV-шник. PNV-шник, ну, да, всратенький катодик, да, второго поколения, но для оценки сойдет. В целом, что хотелось бы сказать, что на самом деле это очень крутая, уникальная штука, и спасибо Андрею. Ссылочку на нее я оставлять не буду. Кто понял, тот поймет. Кто не понял, тот не поймет. Капитан, блин. Очевидность. Вот что ты? Что ты начинаешь? Нормально же. Ну ты ж котик, значит, капитан. Лодка. Лодку мне. Окей. Андрюх, получилась достаточно крутая штука. Удачи тебе на суточках.
Я думаю, что все-таки надо пытаться пройти допуск с РФ, да, на самый хайповый милсим именно в этой штуке, потому что это же Корунд, да, это Корунд. Да. Собственно, серьезно, круто получилось. Удачи в использовании. Алоха! Уже на этапе монтажа выяснил, что на подходе Корунд второй генерации, естественно, во втором Аоре. Так что думаю, что в ближайшем будущем стоит ожидать новой порции трэшника. Но уже на этом всем алоха!